Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Мы с вами продолжаем марафон похудения, и сегодня будет важное видео, это меню на неделю номер 3. Я его составляла специально для вас, чтобы оно было максимально вкусным, в том числе еще простым в приготовлении, чтобы было все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя отлично, чтобы у вас была энергия, и при этом вес снижался и вас не тянуло на какую-то совсем ненужную запрещенку. Как всегда, меню будет в описании под видео с размером порции, то есть вы можете сделать себе скриншот. Еще дополнительно я обязательно поделюсь этим видео и ВКонтакте, и в нашем сообществе Viber. Вот, то есть вы сможете эту информацию везде найти. Еще вы часто спрашиваете, сейчас просто отвечу на вопросы, потому что каждый раз их, одинаковые вопросы поступают, и сразу я быстренько отвечу. Можно ли менять завтраки местами? То есть завтрак, допустим, первого дня поменять завтрак на третьего, четвертого дня? Да, конечно, потому что у всех разный график, разный ритм, темп жизни, и, конечно же, иногда там выходные не совпадают дни и так далее, поэтому когда-то вы себе приготовите что-то, то, что готовится быстрее, потом в несовпадающий день, да, там вы приготовите то, что занимает больше времени, ну или просто найдет вдохновение, это на самом деле тоже влияет, и к таким моментам нужно прислушиваться. Еще вы спрашиваете, если я не наедаюсь супом в обед, что делать? Наверное, нужно съесть кусочек хлебушка. Ну, это на самом деле один из вариантов. Самый лучший вариант – это съесть еще супа, либо добавить к вашему обеду овощной салат, либо какое-то овощное блюдо. И еще вы можете свой обед уплотнить за счет перекуса. То есть выпить стакан кисломолочки, съесть яблоко, банан, в общем, любой фрукт, горсть сухофруктов, орехов, и запить это все стаканом воды, стаканом зеленого чая без сахара. В общем, чем-то запить, обязательно перекус, не забывайте про это. Это один еще из вариантов. Еще вы спрашиваете, можно ли менять обеды и ужины местами. Да, можно, если при этом у вас нет проблем с ночным перееданием. От супа совсем отказываться я не советую. Почему? Потому что он нужен, важен и полезен просто для вашего здоровья, для вашего здорового пищеварения и на самом деле для того, чтобы отлично себя ощущать. Поэтому как в прошлом огромная нелюбительница супов, я вас призываю, дайте супам шанс. Ну а теперь меню на неделю номер 3 нашего марафона похудения. Итак, завтраки. Давно их мы с вами не готовили, поэтому самое время приготовить творожные булочки. Это очень простой рецепт, вкусный, вообще просто обожаю выпечку с творогом, поэтому обязательно ее приготовим. Ваша доза выпечки, как всегда, до 250 грамм, то есть это получается, ну вот по порционно, как я булочки эти делаю, это около 3 булочек на человека. Дальше, день 2, это у нас будет каша пшенная. Если вы не любите каши, то опять попробуйте, дайте им шанс, потому что наша с вами задача не искать какие-то препятствия, да, не искать, почему нет, а наша с вами задача найти, почему да. И поэтому мы с вами сварим не просто пшенную кашу, а приготовим пшенную кашу и еще к ней приготовим лук с грибами. Если у вас нет грибов, не расстраивайтесь, вы можете сделать просто пассеровать лук и морковку, тоже на самом деле будет вкусно, но с грибами на самом деле я очень люблю. Поэтому... Еще для того, чтобы с утра не тратить время, вы можете овощную добавку, либо добавку с грибами и овощами подготовить с вечера, то есть утром вы, как обычно, просто сварите кашу, а овощи у вас уже будут готовы, это просто супер. И так скажем, добавляет совсем другие тона в завтрак, и получается очень вкусно и сытно, что сейчас, когда похолодало, я думаю, всем нам хочется. Дальше, завтрак номер 3. Готовим с вами омлет с овощами.
потому что овощи, клетчатка нам очень нужны. И еще добавим туда кусочек сыра, потому что сыр отлично насыщает. Завтрак номер 4 это творог, который я всегда взбиваю с йогуртом. Очень вкусно есть творог с медом, добавить туда кокосовую стружку, можно добавить немного орехов, замороженных ягод, в общем, добавки на ваш вкус, естественно, из вариантов, которые допустимы. Порция творога около 300 граммов с добавками до 350. Еще хочу обратить ваше внимание, что творог я употребляю, всем советую покупать нормальной жирности, то есть хотя бы чтобы это было 5%. Потому что, честно, от обезжиренного творога никто еще не похудел, не стал здоровым и так далее. Потому что я думаю, что все прекрасно видят, да, что полки супермаркетов заполнены обезжиренными продуктами, да, со сниженным содержанием жира и так далее, и так далее. Но людей, у которых лишний вес и ожирение, становится только больше и больше. Соответственно, да, обезжиренные продукты – это не ключ к снижению веса. Это ключ к тому, чтобы продавать вам молочные продукты либо другие продукты, да, в которых содержатся жиры, дороже. Вот и все. Дальше мы с вами приготовим тоже классный яблочный пирог, насыпной, потому что сейчас осень, это сезон яблок, они сейчас стоят недорого, доступны всем. Ну а мы с вами за то, чтобы питаться вкусно, полезно и, конечно же, экономно. Это никогда не бывает лишним, особенно, да, в эру коронакризиса, с которым мы уже все привыкли жить. Поэтому приготовим простой и вкусный насыпной яблочный пирог. Ваши порции выпечки, напоминаю, до 250 граммов. День 6 мы с вами приготовим наш любимый, наш хороший геркулес. Я буду есть овсяную кашу с кусочком сыра. Если вам не нравится каша с сыром, вы можете точно так же приготовить кашу, как и пшенную, с овощами, либо просто поесть обычную кашу. Тут уже добавить, допустим, не сыр к ней, а орехи или сухофрукты. Тут уже дело вкуса. И наша порция каши 300 грамм, как обычно. День номер 7 мы с вами приготовим кексы с курицей и кускусом, потому что они вкусные, потому что они сытные и отлично подходят для того, чтобы разнообразить ваше питание. И еще они очень-очень просто готовятся. Все, ну, вы увидите. Надеюсь, что получится как можно больше вариантов меню на эту неделю снять. Мы будем очень стараться. Итак, завтраками мы с вами закончили. Дальше нас ждут обеды. На обед у меня лично в 95% случаях всегда суп, потому что это супер привычка. Я так довольна, что ем супы, и надеюсь, что вы к ним тоже привыкаете. Так ли это? Пишите обязательно в комментариях. Суп я готовлю в среднем на 2 дня, потому что раньше хватало на 3, но сейчас нас уже 6 человек в семье, поэтому супа хватает на 2 дня. Итак, первый суп, который мы с вами приготовим, это будет вкусный, простой и быстрый супчик с клёцками, потому что он очень многим пришелся по вкусу, и я его давно не готовила, как-то соскучилась, поэтому мы с вами его приготовим, и суп с клёцками у нас будет на 2 дня. Ваша порция супа от 400 до 600 граммов. Почему? Потому что супы у нас достаточно получаются легкими, но за счет того, что вы сможете съесть больше объем супа, вы себя лучше будете чувствовать. И еще в течение дня все-таки поесть такую еду легче. Почему? Потому что в основном, да, проблемы с перееданием, заеданием в большинстве случаев, да, начинаются вечером, потому что если мы днем нормально не поели, то голод к вечеру усиливается просто вследствие этих причин, и, соответственно, вечером мы просто устали, хочется снять стресс, и все эти факторы, как снежный ком, да, собираются, и мы переедаем на ночь. Поэтому не забывайте про хорошую порцию супа. Еще раз повторюсь, если вдруг чего-то вам кажется, что не хватило, добавьте салат, попейте чай с фруктами,
фруктами, выпейте еще стакан воды и закусите орешками. В общем, уплотните ваш обед за счет перекуса. Итак, суп с клетками мы приготовили на 2 дня, то есть это первый и второй день. Дальше сейчас уже наступает время, когда можно готовить такие супы, как рассольник, потому что уже все-таки за окном прохладно, и, конечно, хочется какого-то такого привычного, да, вкуса. Поэтому мы с вами, как всегда, приготовим вроде бы и привычное блюдо, но немножко в новом исполнении. На 2 дня мы с вами приготовим вкусный, полезный, простой рассольник с булгуром. Если у вас нет булгура, то вы можете точно так же использовать самую обычную перловую крупу, либо если вы привыкли варить рассольник с рисом, то просто приготовьте его с рисом, все будет отлично. Рассольник мы с вами готовим также на 2 дня. Итак, третий... запуталась в пальцах. Итак, 3-й и 4-й день у нас с вами рассольник с булгуром. Дальше мы с вами приготовим еще разок грибной супчик с фасолью. Ну, у нас был до этого грибной с овсянкой, а это будет грибной суп с фасолью. Почему? Потому что грибы содержат много белка, достаточно долго перевариваются. Фасоль тоже содержит много белка, и благодаря этому мы себя будем чувствовать сытыми длительное время. Ну и на самом деле грибной суп это просто вкусно, и для меня это, я не знаю почему, всегда тоже такой осенне-зимний вариант блюда. Он как-то более такой ароматный, отлично согревает. В общем, готовим с вами на 2 дня суп грибной с фасолью. И на 7-й день, естественно, он у нас перейдет на 8-й, мы с вами приготовим многим полюбившийся, ставший одним из фаворитов суп русско-турецкой невесты. Мне, кстати, недавно с Сергеем про это говорили. Он говорит, мы так уже его много готовим, долго. Я говорю, да, ты знаешь, невеста уже, наверное, стала женой. Так много времени прошло. Вот, поэтому приготовим с вами супчик турецкой невесты с чечевицей, булгуром. Он замечательно тоже сытный, вкусный, согревающий. В общем, то, что нужно для вкусного обеда. Итак, с обедами мы с вами закончили. Про количество порций сказала. Воду можно пить в любое время. То есть и во время того, как вы едите суп, хочется воды, обязательно сделайте там пару глотков, выпейте полстакана, сколько захочется. Далее нас ждут ужины. Ужины у нас будут, как всегда, простые, вкусные и, конечно, сытные. Итак, на этой неделе у нас будет с вами 2, так сказать, постных ужина. То есть мы 1-й и 2-й день приготовим капусту с фасолью и рисом. Да, так готовят, да, так очень вкусно, сытно, и не обязательно каждый день есть мясо, потому что это помогает как-то почувствовать новые вкусы и понять, что не обязательно нужно что-то такое, чтобы насытиться. Поэтому 1-й и 2-й день мы приготовим капусту с фасолью и рисом. Будет очень вкусно, просто, быстро. И еще для того, чтобы упростить, если вдруг у вас до сих пор нет фасоли, которую вы отварили и заморозили, сделайте это. Это очень удобно и экономит ваше время в будущем. Дальше, на 3-й день мы приготовим опять осеннюю вкусняшку. Это тыква с курицей в сливочном соусе, потому что осень еще эта тыква, она невероятно вкусная. И на самом деле я больше вот в последние годы, да, когда худела, придумывала разные блюда для того, чтобы худеть со вкусом и не тянула на что-то совсем ненужное, полюбила тыкву в каких-то, знаете, мясных вариациях, либо тыкву с сыром и так далее. То есть в сладких блюдах я на самом деле тыкву использую меньше. Мне очень нравится сочетание сладкой тыквы и с мясом, и с курицей, поэтому приготовим тыкву в сливочном соусе с куриным филе. Невероятно вкусно, быстро и просто. Это у нас с вами был ужин такой на 1 день, а на 4-й и 5-й день мы с вами приготовим тоже рубленые куриные котлетки в духовке в сметанном соусе, а на гарнир будут макароны из твердых сортов. Напоминаю, что порция вашего ужина это где-то 300-350 граммов. Если у вас ужин, как вот, допустим, первые 2 дня постный, без мяса, то вы можете себе порцию основного блюда взять даже
даже 400 граммов, и все будет отлично. Котлетки со спагетти мы приготовим на 4-й и 5-й день. И 6-й, 7-й день мы тоже с вами будем использовать духовку, потому что у меня она наконец-то есть, и на самом деле духовка это то, что очень сильно всегда выручает, потому что отправил в духовку, прошло там, ну, время приготовления, и у тебя, да, свободные руки, это прям палочка-выручалочка, поэтому будем еще раз использовать духовку и приготовим филе куриное кусочками в духовке, в рукаве. И на гарнир у нас будет тоже супер быстрый вариант. Это кускус, который достаточно просто заварить кипятком и оставить на 5 минут. Это тоже очень удобно. И это у нас ужины 6 и 7 дня. Как всегда, все просто, вкусно и быстро. Обязательно приготовим с вами салаты. Вы можете в разделе салаты не всегда следовать меню, потому что, допустим, у вас есть какие-то другие овощи, и вы их спокойно употребляете. Это не принципиально. Принципиально то, чтобы в вашем рационе, в вашем меню обязательно присутствовало достаточное количество овощей, то есть клетчатки. Итак, салаты. То, что я написала себе в меню, потому что я люблю, чтобы салаты были разные. Это тоже помогает внести разнообразие в наше питание. Итак, первые 2 дня, первый и второй день я приготовлю самый обычный салат, огурцы, помидоры, сладкий перец, там, сыр, маслины и заправлю все это растительным маслом. Третий день мы приготовим тоже очень вкусный, многим тоже полюбившийся салатик с брокколи, томатами, маслинами и сыром кукурузой. Он очень-очень вкусный. И туда еще хорошо чесночка добавить. То, что нужно для осеннего ужина. Рассказываю вам про салаты, у самой слюнки текут, потому что просто обожаю овощи. 4-й день супер просто. Отвариваем свеклу и готовим всем известный свекольный салат с чесноком. Туда можно добавить по желанию немного сыра, либо добавить туда свежей зелени, если она у вас есть. И я такой салат заправляю маслом растительным, со сметаной как-то мне меньше нравится. Ну, тут опять дело вкуса. Нравится со сметаной или с йогуртом, заправляйте так, как нравится вам. Дальше. 5-й день тоже интересное сочетание. Мы приготовим с вами салат из квашеной капусты и туда добавим свежие овощи. За счет этого получается интересный вкус, потому что квашеная капуста, она кисло-солена и все равно она сладкая, да, потому что это капуста. И еще добавим туда свежие овощи, получится классное сочетание. Если так не готовили, обязательно попробуйте. И 6-7 день это овощная икра. Это берем все овощи, которые у вас есть, это лук, морковка, тыква, кабачки, баклажаны, свекла, в общем, все, что у вас есть. И загружаем это все дело в казан, либо большую кастрюлю и пассируем, и получается вкуснейшая, простейшая, экономная овощная икра, которой вам хватит дня на 2, на 3. Я очень часто пользуюсь этим рецептом, и стандартно где-то раз в неделю она у меня обязательно бывает, потому что это просто вкусно и на самом деле экономично. Вот такое у нас с вами получилось меню на неделю номер 3. Еще раз стараюсь, просто очень много комментариев, где эти видео, которые мы ждали и так далее. Я действительно со своей стороны делаю все, что могу. Снимаю как можно больше роликов, вот, потому что сейчас по-прежнему у нас еще какие-то не все устаканено из-за того, что мы переехали. И сейчас я не оправдываюсь, а вы знаете, хочу, чтобы вы, наверное, немного задумались о том, что всю эту информацию вы получаете абсолютно бесплатно. И я хочу, чтобы вы ценили мой труд, потому что я стараюсь. И я вас прошу смотреть на это как на возможность. Потому что много комментариев, а мы не можем найти это, а мы не можем найти то. И на самом деле вы все можете. Я вас все верю. Вас верю. Если вы не можете что-то прям совсем найти, да, приготовьте то, что знаете вы. Вы прекрасно, да, люди все взрослые, понимаете, что подходит в основном под здоровое питание, а что не подходит.
нужно, чтобы вы проявили самостоятельность, потому что ваше тело, ваше дело, и я не приду к вам домой и вас не похудею. Это ваш труд, и вы с ним справитесь, потому что кроме вас никто этого не сделает. И я справилась, я справляюсь, у меня получается у огромного количества людей, значит, получится и у вас. Какие-то огрехи, преграды, препятствия, неприятности, они бывают всегда, потому что никто не живет в идеальном мире, никто не живет идеальной жизнью. И я также, и также вы. Поэтому обязательно подключайтесь, какой-то рецепт вы не нашли, значит, возьмите другой рецепт, но продолжайте. Я со своей стороны обещаю, что буду снимать как можно больше роликов. Мы, правда, стараемся максимально. Вот, ну, к сожалению, время ограничено и не хватает так, как хотелось бы. Но это не значит, что у вас не получится. Это значит, что у нас получится, все будет отлично, потому что марафон продолжается. Напишите, пожалуйста, под видео, есть ли у вас какие-то результаты, возможно, вы просто начали есть суп или стали пить больше воды, или полюбили овощные салаты, или просто добавили их к своему питанию. Это на самом деле будет уже крутое достижение, и я, конечно же, буду очень рада. Это всегда меня вдохновляет продолжать работу, потому что когда я читаю в ваших комментариях, что у вас, да, там получилось то, с чем вы долгое время не могли разобраться. И это всегда меня очень вдохновляет и заряжает энергией на новые свершения. Большое вам спасибо за вашу поддержку, за ваше понимание. Если это видео было для вас полезным, если вам нравится марафон, оцените, пожалуйста, нашу работу. Поставьте лайк, это очень важно. Если до сих пор не подписаны и если вам интересна эта тема, подписывайтесь, не забывайте об этом. Конечно же, делитесь видео с вашими друзьями, знакомыми в соцсетях. Это тоже помогает для того, чтобы как можно больше людей узнали и расстались с лишними килограммами. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, берегите себя.